Всем привет! В сегодняшнем ролике покажу, как вязала салфетку букет. Этот урок был во влоговом видео, но я решила выложить отдельно, если вдруг вы пропустили, но хотите связать такой декор для дома. Я вам дам схему, а также покажу самые сложные моменты, на которые стоит обратить внимание. И если некоторые моменты для вас окажутся слишком быстрыми, то можно поставить сниженную скорость воспроизведения, чтобы посмотреть какие-то интересующие моменты. Ну что ж, расскажу о пряже. Я использовала 3 оттенка. У меня зеленый и бордовый цвет – это пряжа Yarnart Jeans на 50 грамм 160 метров, а белая основа из пряжи Astra Premium Jeans. Они схожи. Для всей салфетки я использую крючок 3 миллиметра. Вы можете взять всю Yarnart Jeans или использовать какие-то свои остатки, только смотрите, чтобы по метражу пряжа была плюс-минус одинаковая. Итоговый диаметр салфетки получился 40 сантиметров. Пряжа средней толщины, поэтому такой размер. Если будет тоньше, соответственно, и размер будет меньше. Следует учесть, что яркие оттенки пряжи могут линять при стирке, поэтому лучше сначала простирать вручную, а не закидывать сразу в машинку. Ну что ж, давайте приступим к вязанию. Отматываем пряжу, делаем кольцо амигуруми. Крючок 3 миллиметра заводим в круг, вытягиваем. Набираем 3 воздушные петли. После чего нам нужно провязать столбик с одним накидом в круг. Мы сейчас будем вязать в круг. Набираем одну воздушную петлю и повторяем столбик с одним накидом. Всего нам нужно будет 12 столбиков с одним накидом. 3 воздушные петли подъема, за столбик мы не считаем. При этом после столбика с одним накидом набираем воздушную петлю. Набрали, опять столбик, воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля. Повторяю. Здесь ориентируюсь на количество столбиков с одним накидом. Воздушная петля, столбик с одним накидом. В целом основа вяжется достаточно просто, ничего здесь сложного нет. Сейчас покажу основные моменты, на которые обращаем внимание. 10, 11. После каждого столбика воздушная петля. И вот у меня 12 столбик с одним накидом. Набираю воздушную петлю, затягиваю кольцо. Нахожу третью воздушную петлю от начала. Делаю соединительный столбик. Набираю 3 воздушные петли подъема. Дальше, там, где первый столбик от предыдущего ряда, вот он у нас, мы сюда провяжем столбик с одним накидом. Дальше провяжем сюда же еще один столбик, то есть делаем прибавку таким образом. Мы будем с вами чередовать теперь. Вот такая прибавка, воздушная петля, прибавка, воздушная петля. Набираю воздушную петлю, накид, нахожу следующий столбик и провязываю сюда 2 столбика с одним накидом, то есть делаю прибавку. Воздушная петля, накид, нахожу следующий столбик и делаю прибавку. 2 столбика с одним накидом. Воздушная петля, набрала и опять прибавка. Чередую до конца ряда. Воздушная петля,
прибавка. Повторяю так до конца ряда. У нас таким образом будет формироваться, можно сказать, клинья, которые разделяются с помощью воздушных петель. Сейчас на кругу покажу. Вот такая у нас основа. Вот здесь у нас начало вязания. Мы с вами провязали первый ряд и сейчас начали второй. Дальше третий ряд, как здесь вяжется. Набирается 3 воздушные петли. Дальше провязывается 1 столбик и прибавка. Прибавка всегда делается перед воздушной петлей. То есть мы провязали прибавку, дальше воздушная петля, опять 1 столбик и прибавка. Воздушная петля, 1 столбик, прибавка. После чего довязывается этот ряд, приступаем к 4-му ряду. Здесь мы уже набираем 3 воздушные петли, после чего 2 отдельных столбика и прибавка. Опять прибавка перед воздушной петлей. Воздушную петлю набрали, 2 отдельных столбика, вот они, и прибавка перед воздушной петлей. Все, так мы продолжаем. У меня получается 12 рядов. В самом конце провязывается, вот здесь у нас начало, 3 воздушные петли, 10 столбиков и прибавка. Воздушная петля, 10 столбиков, прибавка. В целом схема у меня уже выложена, поэтому можете посмотреть на нее. Основные детали я вам рассказала. Довязываем сейчас вот такую основу. Довязала основу и сориентирую вас по диаметру. Получилось 27 сантиметров. Всего провязано по кругу 12 рядов. Поэтому вот здесь в конце получается 12 столбиков. Я уже начала провязывать лепестки зеленым цветом. Использую пряжу Yarnard Jeans. И небольшое уточнение уже после записи. Когда начинаете вот этот вот зеленый ряд, то приступайте к вязанию не с арки, а с вот этого столбика. То есть мы сюда заводим крючок, провязываем столбик без накида и начинаем вязать листик. Дальше возвращаемся, вяжем второй столбик. Получается, мы начинаем со столбика без накида. Дальше 7 воздушных петель. После чего нам нужно подхватить предыдущий листок за край, вытянуть петлю, набираем воздушную петлю подъема и приступаем к такому же листку. Здесь все просто. Столбик без накида, 1 столбик, точнее полустолбик с накидом, дальше 3 столбика с 1 накидом. Я, кстати, провязала по кругу такое же количество рядов, как было в схеме, для того, чтобы все-таки удобнее было обращаться к этой схеме и вязать по тем столбикам, которые там представлены. После чего полустолбик с накидом, столбик без накида, последнюю воздушную, и теперь провязываю столбик без накида сюда же, где мы с вами уже провязывали. Дальше провязываю столбик без накида вот в эту арку. Опять набираю 7 воздушных петель. Дальше одну воздушную петлю, это петля подъема, и провязываю 7 столбиков без накида. Это получается сам стебель. Теперь сюда же провязываю столбик без накида в эту арку. Дальше провязываю за следующий столбик от предыдущего ряда столбик без накида и приступаю к такому же листку. Набираю 7
воздушных петель. Здесь уже присоединять не нужно, поэтому я добираю еще одну воздушную петлю, это петля подъема, и провязываю такой же листок. Дальше провязываю сюда же столбик без накида. 4 столбика без накида по столбикам предыдущего ряда. После чего приступаю к такой же последовательности. Так нужно продолжить до конца. Теперь вяжем следующий элемент. У нас получается 4 столбика провязано. Мы вяжем листок. 7 воздушных петель. Соединяем. После чего вяжем листок. Здесь не совсем ровно по столбикам получается. Сюда же вяжу столбик без накида. Дальше в следующий столбик провязываем. Вяжу стебель. Сюда же довязываем. Дальше в следующий. И опять листок. Довязываю сюда же столбик. После чего 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Но здесь я начинаю не с этого же столбика, а довязываю еще один. И только после этого начинаю делать листик. Вот таким образом. Получается у нас между одним элементом и вторым немного разное расстояние, но в целом визуально, я думаю, это не сильно заметно. Здесь все нужно будет хорошенько отпарить. Сейчас пока это выглядит вот так. Еще будут сверху сами цветы. Сейчас буду довязывать и покажу, что получилось. Лепестки и стебли я завершила, приступила к вязанию первого ряда цветков. Уже полотно распрямилось, и я не отпаривала, то есть благодаря данному ряду салфетка начинает приобретать нужный вид. Дальше хочу показать, как вяжутся цветы. Первый ряд. Мы сначала присоединяем нить там, где 2 листочка. Дальше, этот ряд, кстати, даже проще. Мы набираем 2 воздушные петли, после чего нам нужно будет сделать 4 вот таких лепестка. Для этого делаю накид, нахожу стебель и завожу крючок
получается, в самый первый столбик. Нам нужно сделать 3 недовязанных столбика с одним накидом. Первый, дальше, сюда же, второй, третий. 4 петли на крючке, мы провязываем их все вместе. Дальше 2 воздушные петли и то же самое провязываем. Получается второй лепесток, только 2 нити провязываем, накид набрали, 2 нити провязали. Все, 3 недовязанных столбика, провязываем все вместе. Опять 2 воздушные петли, третий лепесток, я взяла такую же пряжу Yarnart Jeans, только уже в бордовом цвете. Здесь можно экспериментировать. Так, сколько у меня есть? 4 лепестка. Все, провязала. После чего 2 воздушные петли набираю, нахожу следующие листки, вот это вот соединение, завожу крючок под листки и делаю соединительный столбик. Дальше все сначала набираю 2 воздушные петли и в стебель, именно в первый вот сюда столбик, провязываю лепесточки. Все, завершила, получается, первый ряд лепестков и практически довязала второй ряд лепестков. Сейчас покажу, как это делается. Мы с вами нить не обрезаем от первого ряда, а продолжаем вязать этой же ниткой. Дальше, после того, как будет провязан последний, вот здесь соединительный столбик, мы начинаем с 2 столбиков без накида, там, где воздушные петли. И, то есть, с этого момента начинаем. Дальше покажу на примере вот этого цветка, как провязывается. Все, получается, вот здесь был соединительный столбик последний у вас. Дальше вяжем 2 столбика без накида, там, где воздушные петли. Под них завожу крючок. После чего переходим вот к этим 2 воздушным петлям. Сюда, в эту арку, нужно провязать столбик без накида. 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий и четвертый. После чего сюда же опять столбик без накида. После чего у нас здесь еще 2 такие же арки. Туда провязываем такую же последовательность. Это у нас получается лепестки, они одинаковые. Столбик без накида, 4 столбика с одним накидом и столбик без накида. В целом цветы вяжутся попроще, чем листочки и стебли. Продолжаю еще один. Когда лепестки будут закончены, провязываем 2 столбика без накида, там, где воздушные петли. И при переходе к следующему также начинаем с 2 столбиков без накида, соответственно, вяжем так до конца ряда. Я уже довязала, поэтому нить обрезаю и прячу на изнаночной стороне. Здесь можно прямо под эти столбики завести иголку. И все. Вот так получается. Нужно еще хорошенько отпарить, постирать даже, может быть. Вот как-то так получается. А на этом сегодня все. Вот такой мастер-класс небольшой получился. Если урок вам понравился, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и до скорых встреч.